Друзья, всем привет из Вьетнама! Добро пожаловать в студию Aqua Dream. Ну что, сегодня у нас новый проект, новый аквариум, круглый, 35 на 35 сантиметров. Установлен свет с специальной деревянной подставкой. Свет у нас 12 ватт. Этот аквариум в этот раз я хочу сделать с минимальным количеством растений. Мы будем использовать только ковровые растения, так называемые ивагуми. Аквариум я уже почистил, полировал стекло, так что он у нас прозрачный, чистый и готов к установке. Так, ну что, давайте посмотрим на наш аквариум поближе. В этот раз я хочу сделать ивагуми стиль, где используются только ковровые растения и камни. Камни мы будем использовать несколько, самых крупных. Ландшафт у нас будет начинаться сверху и будет идти вниз. Мы установим несколько крупных камней, немножко травки посадим, а в основном будет ковровые низкорослые растения. Ну что, а первым этапом, как обычно, это речная галька. Первым слоем мы будем ее засыпать. Сейчас я возьму нужное количество, промою под водопроводной водой и будем засыпать. Итак, первая часть гальки у нас готова. Только что промыл ее под водой. Давайте засыпать. Я решил добавить в этот раз вместе с галькой, перемешать вместе вот такой субстрат для растений в гранулах. Вот смотрите, вот такие гранулы. Здесь говорится, что он хорошо влияет на рост растений и оптимизирует pH воды, делает стабильным. То есть качество воды в аквариуме за счет этого субстрата вроде как должно быть лучше. Итак, наш первый слой гальки готов. Вторым слоем мы будем засыпать субстрат для аквариумных растений. И сверху этого субстрата третьим слоем совсем немножко мы добавим земли для цветов. Эта земля также в небольшом количестве будет очень полезна для ковровых растений. Они будут лучше за счет нее расти. Корни за счет этой земли будут хорошо прорастать в данном субстрате. И, соответственно, рост ковровых растений улучшится. Я решил добавить еще вот таких удобрений для обычных растений, совсем чуть-чуть. За счет них также наши ковровые растения будут расти гораздо лучше. Вместе с этими удобрениями я буду добавлять совсем чуть-чуть обычной земли, вот такой для растений. Последним слоем мы закроем слой с нашей землей и удобрениями совсем тонким слоем, больше субстрата нам не нужно. Для растений готова. Теперь самый интересный этап — это установка камней. Мы будем использовать их немного, только самые крупные, как используются в ивагуми дизайне. Так, я выбрал вот такие черные вулканические камни. Они будут отлично смотреться на фоне зеленых ковровых растений. 6 крупных и немножко поменьше камней. Посмотрим, какие лучше подойдут. Давайте строить наш хардскейп.
такой у нас дизайн получился. Очень простой, ничего особенного. Конечно, хорошо было бы вот этот камень расколоть на две части и сделать его маленьким, но, к сожалению, не нашел молотка, поэтому положил вот так. Но тоже смотрится довольно красиво. Вот такая глубина за счет камней на возвышенности. Ну а весь субстрат, который вы видите вокруг камней, все это будет засажено ковровыми растениями. Друзья, всем привет! Наступил второй день нашего Ивагуми проекта аквариума. И сегодня день посадки растений. Сегодня мне привезли растения, которые я буду использовать. Вот такую траву мы будем сажать сегодня. Мы будем отщипывать небольшие кусочки и сажать в субстрат. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я все-таки наберу воды примерно вот на таком уровне, чтобы немножко субстрат уже был под водой. Так будет проще сажать эти растения. Посадка завершена. Надеюсь, что в передней части у меня не будут растения опять всплывать. Но мы посмотрим. Давайте заполнять аквариум водой. Спускать я воду буду несколько раз, до тех пор, пока она не станет кристально чистой. Соберу весь мусор, остатки растений, и будет готово. Прошло 2
недели с того момента, как я установил этот аквариум. И я вам расскажу, что обязательно необходимо делать с вашим новым аквариумом после того, как вы его установили. Итак, что я делаю с каждым аквариумом? Это первые 3 дня, каждые 6 часов я меняю 50% воды. Далее еще 4 дня следующих я меняю также 50% воды каждые 12 часов. Пройдет 1 неделя. Со 2-й недели я также продолжаю менять 50% воды каждые 24 часа. То есть каждые сутки 50% воды необходимо менять. После 2 недель такого ухода ваш новый аквариум будет стабилизироваться, сиять, и растения приживутся хорошо. Обязательно после каждой замены воды нужно добавить кондиционер для воды и бактерии, полезные бактерии, для того, чтобы биобаланс быстрее восстановился, бактерии начали также участвовать в биобалансе вашего аквариума. После 2 недель такого ухода, на 3-ю неделю я обычно все равно продолжаю менять воду каждые 2 или 3 дня. Это 3-я неделя. И уже с 4-й недели биобаланс полностью восстановлен. Аквариум готов для запуска рыб, либо креветок. И можно уже менять 30 либо 50% воды только раз в неделю.